Боже ты мой, чего только люди не расскажут, каких страхов не нанесут. Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у нас на хуторе близ Диканьки. Какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Жил на хуторе кузнец Вакула. Силач и детина хоть куда. В досужее отдел время занимался он малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Очень не взлюбил черт Вакулу. И в эту рождественскую ночь решил ему насолить. Черт знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где кроме кутьи будет варена уха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем, дочка его, Оксана, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке его, зная, что Чуба не будет дома, наверное, придет кузнец Вакула. Черт думал, что в такой темноте ленивого Чуба никакая сила не стащит с печи. И когда кузнец придет к Оксане, Чуб так его отделает, что тот долго не сможет взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры. В хате этой жила дородная Солоха, мать кузнеца Вакулы. Кое-где поговаривали старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма. А может, и брешут бабы. Но только голова, когда проходил мимо, гладил усы и говорил стоящему близ него соседу: «Ух, добрая баба! Черт, баба!» Но случилось так, что из-за непредвиденной случайности дьявольская затея начала трещать по всем швам. К дьяку еще вон сколько идти, а Солоха сейчас, наверное, сидит одна. Надо сказать, что Солоха была приветлива со всеми, но всякий думал, что приветлива она с ним одним. «Знаешь что?» — сказала веселая красавица. «Достань мне, кузнец, черевички, те самые, которые носит царица. И вот мое слово, выйду тотчас за тебя замуж». Потешается она надо мною. Нет, не любит она меня, думал печальный кузнец.
праздник, подумал кузнец. А в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Надо бы отнести все это в кузницу. Ах, как много ты наколедовал, сказала ему красавица. А черевички, которые носит царица, достал? Не отпущу тебя, сатанинское отродье, до тех пор, покуда не добудешь мне черевички, что носит сама царица, сказал кузнец, и тут же очутился в воздухе. Что за лестница? Шептал про себя кузнец. Экие украшения! Какая работа! Тут одного железа рублей на 50 пошло. Проси, проси свои черевички, шепнул черт в акуле из кармана. Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего сделаны черевички, что на ногах ваших? Боже мой, что если бы моя жинка надела б такие черевички? Мне, право, нравится такая простота, промолвила царица. Что за украшение? Воскликнул он радостно и, осмелев, хотел было расспросить царицу обо всем. Правда ли, что цари едят один только мед да сало и тому подобное, но не успел. Нет, мне не нужно черевичек. Я и без черевичек. Далее она не договорила и покраснела. Видишь, какие мешки кто-то бросил на дороге. Знатная там должна быть закуска. Тут, наверное, свинина есть, да гречаники, да поляница, подумал казак. Вот какую историю рассказывали у нас на вечера на хуторе близ Диканьки. И каких только чудес люди не напридумывают.